Здравствуйте, дорогие студенты, сотрудники, гости университета. Спасибо, что вы пришли на открытую лекцию сегодня, потому что погода достаточно холодная, что вы нашли время сюда прийти. Мы рады видеть полный зал людей, заинтересованных в развитии городов в целом и нашего города в частности. И позвольте мне представить Билла Хатчисона, исполнительного директора Центра развития умных городов из Канады. Well, thank you all for coming today. I'm impressed with so many people. But I thought if I'm talking to a good university crowd, I'll take my jacket off, so I look a little closer to your life. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мне приятно видеть полную аудиторию. И чтобы быть поближе к вам, к людям, которые работают и учатся в университете, я сняла свой пиджак. The presentation today is organized to really describe a new smart city. Сегодняшняя презентация будет посвящена тому, чтобы описать, что же такое умный город. I'm not going to talk in the slides about the frameworks and strategies and processes to create this new smart city. И во время слайдов я не буду говорить про процедуры, про стратегии, чтобы создать эти умные города. Instead, I'm using the slides to tell the story about the smart city and what it looks like and that sort of thing. Вместо этого я буду использовать слайды для того, чтобы рассказать о том, как выглядят умные города, что они из себя представляют. But at the end of the presentation, for those of you who may be in urban design, urban planning, or anything like that, if you would like to ask questions about, okay, so tell me about the models and things, I will use the whiteboard over there to draw some information. И для тех из вас, кто является специалистами в этой области или специализируется в качестве студента в развитии городов и городской среды, вы в конце лекции можете задать мне вопросы, и я на них с удовольствием отвечу и предоставлю несколько ресурсов. Now this is a story about the creation of a new town almost in Toronto, and it's called the Waterfront Toronto Development. Сейчас я вам расскажу о городе, который является новым районом в городе Торонто. Называется это набережная города Торонто. The background is that on the waterfront of Toronto, and Toronto is on Lake Ontario, which is a very big lake, about 60 kilometers north to south wide and 200 kilometers long. Торонто расположен на берегу озера Онтарио. Это очень протяженная линия береговая. How long is it? So it's about 200 kilometers long and about 60 kilometers wide. 200 километров в длину и 60 километров в ширину. And the waterfront part of Toronto, like the waterfronts of other cities, was very old, unused, and a real mess for 50 years. И вот эта часть города, которая прилегает к береговой части Торонто на озере Онтарио, она, как и во многих других городах, была уже очень старая и не соответствовала современному городу. And it used to be the center of manufacturing for Toronto 100 years ago. И 100 лет назад это был индустриальный центр Торонто, где располагались все производства. But nothing had been done on the waterfront because 3 different kinds of government own land on the waterfront, and some people in the private sector, some business people also own land. So 4 different parties all own land on the waterfront. И ничего не делалось с этой территорией города Торонто, потому что там располагались ряд правительственных структур, также бизнес. Соответственно, люди в бизнесе и в управлении были заинтересованы в этой территории. And
it's hard to get 3 different governments to work together to do urban planning. И очень трудно сделать так, чтобы 3 разных правительства, ветви власти были заинтересованы в том, чтобы работать вместе для решения проблем на одной территории. We say that would be like trying to teach elephants how to dance. И мы про такие ситуации говорим, что это все равно, что пытаться научить слона танцевать. So, in 2001, 13 years ago, we created a new partnership called Waterfront Toronto. И в 2001 году, 13 лет назад, мы создали новое партнерство, которое мы назвали «Прибрежная территория Торонто», Waterfront Toronto. And all 3 governments, Canada government, Ontario, which is regional government like a state or a province, and City of Toronto became owners of Waterfront Toronto. И держателями этого проекта стали 3 ветви власти. Это муниципальная власть города Торонто, это региональная власть провинции Онтарио и федеральная власть Канады. Each government contributed $500 million to Waterfront Toronto. Каждая из этих ветвей власти инвестировала в проект $500 миллионов. And each government donated their land to Waterfront Toronto, so Waterfront Toronto would have control of all the land and would redevelop it. И также они передали те земли, которые были в ведении каждой из ветвей власти, в этот проект, так, чтобы в рамках проекта можно было распоряжаться всей территорией. And Waterfront Toronto would keep the profit on the sale of the land in order to then go and fix up some more parts of this land. И данный проект, он мог аккумулировать деньги, которые появлялись в результате использования этой земли для того, чтобы в дальнейшем использовать эти средства для развития оставшихся территорий. But the governments also said, okay, we will create Waterfront Toronto, and you hire a president and you fix up the land, but we want you to create 40,000 new jobs on this land. И условием, которые поставили разные ветви власти при реализации этого проекта, это то, что проект, да, может иметь собственного президента, который будет координировать все действия в рамках проекта, но при этом обязательное условие – это создание 40 тысяч рабочих мест. So this was a target that Waterfront Toronto had, how to create 40,000 new jobs on new land and a new community being built right beside downtown Toronto. И это было настоящим вызовом для нового проекта, потому что координаторы проекта должны были создать 40 тысяч рабочих мест и развить новую территорию, которая находилась рядом с центром города Торонто. Now, there's been a big movement in the world lately, in the last 15 years, called the Smart City Movement, or the Intelligent Community Movement, and I'll describe the difference a little later, but the world's leading intelligent communities that win awards always create new jobs. И на протяжении последних 15 лет в мире очень активно развивается такое направление, как создание умных городов или интеллектуальных территорий. И те города, которые особенно преуспели в этом, те города, которые получают награды за достижения в этой области, они всегда в свои проекты включают создание новых городов. То, чем новых рабочих мест. И то, чем отличаются умные города от интеллектуальных территорий, я скажу чуть позже. So Waterfront Toronto decided, okay, we have to create 40,000 new jobs. Let's make sure that when we create this new community, it is also one of the world's leading intelligent communities.
когда создаются вот такие проекты и города подобного типа, то очень важно создать также новое сообщество, в котором будут жить люди, у которых есть работа. And if it is one of the world's leading intelligent communities, we will get those new jobs. И если это одна из интеллектуальных территорий, одна из ведущих в мире интеллектуальных территорий, то мы эти новые работы получим. Thought I turned it off. So, they also said, in addition to creating new jobs, we want you to demonstrate leadership in new environmental improvements. И вторая задача, которая была поставлена, это помимо создания новых рабочих мест, это продемонстрировать лидерство в улучшении окружающей среды. So now I'll tell you the story of Waterfront Toronto, and remembering that it has these goals to create the world's leading intelligent community and create 40,000 new jobs and be a leader in new environmental protection. И тогда, когда я буду вам рассказывать сейчас про этот проект, пожалуйста, помните про эти 3 цели, которые я только что обозначила. Это создание новых рабочих мест, это лидерство в области интеллектуальных территорий и также создание совершенствования окружающей среды, улучшения. So this is the cover page here, and another way of saying green and smart is intelligent communities. И на слайде представлены такие термины, как зеленый город или умный город, и по-другому можно сказать еще интеллектуальная территория. On the right-hand side are some of the benefits: improve the environment, new investment, new employment, and expand the economy. И также на сайте представлены те преимущества, которые дает такой подход к управлению территорией. Это улучшение окружающей среды, это привлечение инвестиций, это увеличение количества рабочих мест и в целом стимулирование расширения экономики. And we will also get 120,000 people moving there because we have new social models in healthcare, in education, in safety and security, and transportation. Мы также ожидаем, что в эту часть города переедет более 100 тысяч человек, потому что мы ожидаем, что в этом месте будут реализованы новые модели здравоохранения, в образовании, в транспортной доступности, в безопасности и в государственных услугах. Okay, I'll see if I can get this to move. And there. So, the issue: how to stimulate economic development, create jobs, and drive a social agenda into the 21st century. И вопрос стоит следующим образом: как стимулировать экономическое развитие, создавать новые работы и при этом продвигать социальные вопросы в 21 веке? And the answer I've already mentioned is to create great places and spaces with all kinds of new social prosperity and create the world's leading green and smart community or intelligent community. И ответ, это, как я уже сказал, создавать привлекательные места для жизни и пространства, и продвигать различные социальные проекты, и создавать интеллектуальные сообщества, являющие лидерами в мире. So, just one example, and then I'm going to give you a whole lot more. That's what part of the waterfront looked like, and this is what it is going to look like. And then I'm going to describe why we're doing it and some of the details of what it will look like. Слева на слайде вы видите фотографию, как выглядела эта территория до того, как начался проект.
а справа то, каким мы его хотим видеть. И далее, во время презентации, я расскажу, почему мы его представляем себе именно таким. Let me say that a lot of that land over there in the water is filled. We've added that land later, and we also polluted it all over the last 50 years. So it was all polluted and has to be cleaned up. И часть вот той территории, которую вы видите внутри на озере, это та часть, которую мы добавили за последние 50 лет, и эта территория, она достаточно сильно загрязнена. We use in urban planning work two phrases for creating the new developments. One is greenfield, which means we have nice, clean land and we build a new community. Another one is brownfield revitalization, where we have old, dirty land. First we have to clean the land, and then we do the development. И у нас есть два термина в городском развитии территории. Первый – это greenfield, это когда мы начинаем работать на новой территории с нуля, на которой еще раньше ничего не располагалось. Второй термин – это brownfield, это когда мы приходим на ту территорию, на которой раньше уже были какие-то сооружения, действовали какие-то предприятия, и начинаем ее перестраивать и используем уже модернизированные другие технологии. So this is a mock-up. In the background is the central downtown of Toronto, famous CN Tower. Until Dubai built their big new building, that used to be the tallest freestanding structure in the world. Здесь вы видите модель. В центре это даунтаун Торонто, высокая башня это CN Tower. До того, как в Дубае построили их башню, это было самое высокое здание в мире. And that land in the front is what it will look like just for one part of the revitalization. И та часть, которая прилегает к берегу, это то, как будет выглядеть эта территория после частичной реализации данного проекта. So the opportunity is to change all that dirty land, which used to be shipping ports and things, into nice, clean place for people to use. И цель здесь это преобразовать данную территорию, которая служила в качестве порта, в том числе в красивую, приятную территорию, которой будут пользоваться люди. And I just want to make a point about revitalization versus redevelopment. Revitalization means to create a new living community. Redevelopment just means just build buildings. Don't worry about social things. Есть два термина, которые используют в городском развитии. Первый термин это оживление территории, когда кроме того, что на территории строятся дома, туда и приносится новое наполнение социальных процессов, которые происходят на этой территории. Он называется ревитализация, revitalization. Второе – это когда просто строятся здания и ничего нового в области социальной среды в этой части не происходит. Это называется реставрацией. So this is another way of looking at it. Let me just talk about it. So the land from here all the way out there, all that, and all that. И сейчас господин Хатчисон показал ту территорию, которая будет использоваться в реновации. So it's very large. From here to there is 5 kilometers. Это 5 километров. The total is 800 hectares or 2,000 acres. 800 гектар. And I mentioned we're creating actually 40,000 jobs.
Мы будем создавать там 40 тысяч работ. More than 100,000 residents. Более 100 тысяч жителей. And a lot of culture and parks. И там будут созданы очень интересные культурные места и парки. And the value is $34 billion. И стоимость проекта $34 миллиарда. But only $4 billion is government money. All the rest is from the private sector. И только 4 миллиарда это деньги правительства, остальные деньги это деньги частного сектора, частных инвесторов. So that's another way of looking at these neighborhoods. This is in the center. So here's downtown center of Toronto. Вот это центр города Торонто. And then we're fixing here and all of these other new areas way out to that Portland. И наш проект затронет все части, которые выделены цветом, и еще ниже. That's another way. Each one of those precincts or neighborhoods is larger than Canary Wharf in London, England, or Battery Park in New York combined. И каждый из этих районов имеет больше, чем знаменитые парки в Нью-Йорке и в Лондоне. So these are just fast pictures. On the left is East Bayfront before we did anything, and on the right is East Bayfront in the future, but a lot of that is already built now. И слева вы видите западную часть набережной прибрежной зоны до того, как мы начали проект, и справа в будущем, но большая часть этого уже сейчас построена. You'll notice that the new roofs are all green, grass on the roof. Обратите, пожалуйста, внимание, что все крыши зеленые, это потому что там растет трава. That's for environmental opportunity. Это часть окружающей среды. The other thing you'll notice is no big towers, only a few. 1 tower, 2, 3, 4. Также здесь вы видите, что очень мало небоскребов, всего 4 небоскреба. So we're creating a great place to live, so the buildings are not too tall. И это создает очень комфортные условия для проживания, потому что нет вот этого нагромождения небоскребов. And we're creating many new parks as well. И также создаем много парков. Because we have to attract all these people to come and live there. Потому что нам нужно привлечь людей, чтобы они переехали в этот район. So that's another before and after picture of West Donlands, one of the other precincts. Это другие картины до и после. And this is the same picture of West Donlands that's being developed, except we are in 2015 going to have the Pan Am Games. This is like Asian Games, European Games, part of the Olympic thing in the summer. Здесь вы видите эту же территорию, которая была на предыдущем слайде. В 2015 году мы собираем, у нас будет там проходить очень крупные спортивные мероприятия вот на этой территории. So we have the added challenge of creating the athletes' village for the Pan Am Games in West Donlands. И поэтому у нас здесь новая задача возникла, это создать такую спортивную деревню для проведения этих игр. But we're building it so that we can, to the plan that we originally had for West Donlands, and these will be converted into homes after. И мы их строим согласно нашему первичному плану, который был для этой территории. И позднее, после того, как игры пройдут, мы эти здания трансформируем в жилые дома. And then you'll see that's East Bayfront over there, the old version of it, and the city of Toronto downtown. И здесь далее вы видите ту восточную часть
прибрежные полосы, по которым мы до этого говорили, и справа от нее центр города Торонто. And then the next part is all here, all there, and then all. И дальше процесс пойдет на территорию слева и ниже. And that's the lower Donlands that I talked about before. Это район, про который я говорил до этого. Bill Clinton created a new global initiative called the Clinton Climate Initiative. Билл Клинтон выступил инициатором нового проекта, который называется Bill Clinton Initiative. And they are creating 16 communities in the world with zero carbon emission. И они создают 6 территорий в мире, которые будут на 100% без выхлопов углекислого газа. And the lower Donlands will be one of those 16 no carbon emission Clinton programs. Извините, 16 районов. И вот этот район, Low Donlands, будет один из этих 16 районов, в которых не будет выхлопных газов. To do this effectively, you must have certain standards and certain priorities, and one of them is quality of place. So quality of design is one of our goals. И для того, чтобы эффективно менять такие территории, требуется соблюдать определенные стандарты и следовать определенным ориентирам. И качество дизайна – одна из наших целей. So many of the buildings, this building has been in operation for a few years, it's all going to have really nice design. И все здания будут иметь очень привлекательный дизайн. Это вот здание, которое уже действует несколько лет. So when people bid to buy the land, and the architects say, "Here's our design," we pick the winner, but they cannot start until they also get an agreement from our design review panel. И очень интересно проходил процесс выбора, процесс аукциона и конкурса для тех, кто изъявил желание построить здание в этой территории. Они все проходили отбор и оценку от группы дизайнеров, которые одобряли проект. И они не могли начать строить, пока они не получили этого одобрения. So they can't go ahead until this design review panel has 9 architects on it and urban planners that must approve the design, and they usually improve it as well. И таким образом никакие этапы строительства не могли реализовываться, пока эта комиссия, состоявшая из 9 дизайнеров и специалистов в городском развитии, не утверждали его, и очень часто на этой комиссии вносились какие-то рекомендации по улучшению дизайна того или иного сооружения. There's another building that's already opened. It's a health sciences campus, and it's won many awards already. И это еще одно здание, оно сейчас уже открыто, работает. Это Центр медицины. We have a beautiful park. You'll see another picture of it. This is all part of East Bayfront. And also, we studied boardwalks all over the world to pick the proper width and everything else. И здесь вы видите прекрасный парк. Будут еще фотографии этого парка на следующих слайдах. Также обратите внимание на прогулочную зону. Была проведена очень тщательная работа, и мы изучили многие успешные проекты по прогулочным зонам на набережных разных городов мира. In Toronto now, if you are a builder and a developer, you have to design it so that any water from rain or storms or melting snow, you have to clean that water before it can go anywhere. В Канаде сейчас существует такое требование, что при строительстве новых зданий и сооружений обязательным требованием
является то, что любая вода, которая стекает со здания в результате дождей или там, снега, который тает, она обязательно должна проходить процедуру очистки перед тем, как она выйдет за территорию. So I will describe it later, but underneath this boardwalk is a very, very large tank that collects rainwater and melting snow and everything else. И здесь, вот, на примере этой прогулочной зоны, внизу установлен очень большой резервуар, который собирает воду, которая стекает с этой прогулочной зоны, очищает ее, и уже только после этого вода покидает данную территорию. So these are just some other buildings. I'm just going to go through them quickly so you can see them. Здесь сейчас мы покажем еще несколько зданий, просто пролистаю быстро. It's just all about quality. И здесь все эти здания представляют собой очень высокое качество.